Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 ноября. Давайте узнаем, что ждет в эту декаду с 10 по 20, или что, или кто неожиданно появится в вашей жизни, и к чему это все идет. Так вот, с чем или с кем будут связаны эти неожиданности? А тут у нас неожиданности, ну, могут быть как раз с каким-то дежавю связаны или с прошлым. Почему? Период с 10 ноября, а 9 Уран вернулся в знак зодиака Тельца, где пробыл предыдущие 7 лет. И он еще пробудет полгода. Поэтому мы что-то будем переделывать или даже если реструктурировать, но это прежние процессы, это что-то нам уже знакомое. Но неожиданно могут появиться как раз или проясниться детали какого-то дела или обстоятельства. И в зависимости от того, что мы услышим, узнаем, мы будем корректировать наши планы. Плутон, мои дорогие, в прямом движении, а Меркурий в ретро в этот период. Поэтому это где-то внутренняя трансформация и пересмотр, опять же, наших планов. Может быть, и окружение. Люди могут в этот период менять договоренности прежние. Или вы о чем-то могли, ну, как или договориться, или уже построить какие-то планы. Так вот, будьте готовы к тому, что и у человека что-то может измениться. Ну, давайте мы посмотрим. В целом для вас ноябрь месяц – это время вашей силы. И добрые транзиты. Для вас ноябрь – это прямо, с одной стороны, это я уже не про карты, я планетарные именно берусь. а, Говорить о каких-то возможностях, потому что это время финансового успеха или финансовых возможностей. Ладно, давайте мы достанем три знака. Как три знака судьбы, три карты. Потоковая информация для скорпионов с 10 по 20. Что ждет? Или в каких сферах жизни, третий знак судьбы, вы будете принимать важные решения. Неожиданности. С кем это связано? Что появится, как информация? А может быть, и кто появится? Принесет вам какую-то весть. И к чему это все идет? Какие события потом последуют или спешат в вашу жизнь, на ваш порог? И если это еще где-то идет, то в конечном-то итоге чего ждать? Что будет меняться? Что придет уже на ваш порог, да? Или для чего все это было нужно? Как это повлияет на вас и вашу жизнь в дальнейшем? И по основным сферам жизни первая карта – это у нас любовь, личная жизнь, взаимоотношения, сфера финансов и сфера ваших достижений. У кого-то работа, важные контакты, контракты, встречи, договоренности, документы, у кого что. Итак, смотрим знаки судьбы. На картах 78 дверей. И принципиальное значение: двери открыты, закрыты, каков ключ. Вот каков ключ. Прыгать надо, правда? Дверь у нас уже горит, пламя близится, как бы ко второму этажу уже поднялась. И нам совершенно понятно, глядя на эту карту, что так и хочется сказать: что ты там кричишь? Прыгай давай, да и все. Тут уже никто к тебе не придет, никого в округе нет, да уже смеркалось, что называется. Вот нужно на что-то вам решиться, чего вы прежде не делали. Вы люди сильные. Ну, может быть, это, знаете, как были какое-то время во власти предубеждений. Или когда у вас неожиданное какое-то событие будет, когда вам нужно переиграть, пересмотреть что-то. С чем это связано? Ну, вообще карта башни – это всегда когда структура какая-то. Структура, мироуклад, миропорядок. Может быть, это вы даже по сфере работы, да, или по каким-то взаимоотношениям. Вот, каким-то образом есть та информация, как по башне, она к нам приходит, и нам нужно, ну, может быть, для кого-то из вас совершить важную поездку или перестроить вашу работу. Может быть, это неожиданная информация, которая оказывает влияние на вашу личную жизнь. Но сама по себе карта трансформации, может быть, это вы меняете свой порядок жизни, организовываете что-то. И именно потому, что вы услышали какую-то новость или происходят внешние события, и они тоже на ваши достижения или на ваши планы каким-то образом влияют.
Вот смотрите, словно мы сидели, две пятерки. Две пятерки всегда недостаток. Мелкая карта такая, знаете, как заноза. Вроде бы это, ну, какого-то существенного влияния не оказывает на жизнь, а тем не менее мешает изрядно. И вот словно мы какое-то время были как в ограниченном пространстве. Мы не могли что-то сделать, совершить. Мы чего-то ждали. Вот тут уже как будто ждать, все, ожидание заканчивается. Либо наступает ясность по какому-то вопросу, и правда, какая-то информация для вас может прийти, и вот, знаете, как все расставляется по своим местам. Трансформация точно неизбежна, потому что нет смысла ждать, дверь не откроется. Да и девушка, она была девушкой, а уже теперь состарилась. Вот как будто время нельзя в каком-то вопросе вам терять. А к чему это идет? Выход, мои дорогие. Выход на авансцену. Вообще по этой карте мы ищем действительно из какого-то сложного положения выход, и мы его находим. Но это карта еще решимости. Когда была какая-то, может быть, и проблема, или мы были, опять же, в каком-то замкнутом пространстве. А вот теперь мы понимаем, что нет. Что-то как вокруг нас меняется, пространство. Мы уже больше не хотим повторения какого-то дежавю. Вот вы словно выходите или решаете какой-то вопрос альтернативно, и перед вами как новые горизонты. Интересно. Давайте второй знак судьбы. Тут ведь нам тоже отчасти об ожидании. Мы могли вести какую-то буквально долгую переписку, может быть, это касалось документов. Если вот, кстати, по этой карте регламент проходит, я часто говорю, когда мы отправили какую-то бумагу, и мы ждем ответа. Может быть, этот ответ где-то к вам и придет. Давайте мы достанем дополнительную карту. Но простого ожидания, вот, да, вот сидим и ждем. Хотя это на вас не похоже, мои дорогие скорпионы. Вы люди деятельные. С одной стороны, семерка пентаклей нам будет говорить именно в этой колоде двери открыты. Ничто тут нам не мешает. Причем вообще не мешает. Тут мы немножко на своей волне. Вот двое там где-то работают. Каждый занят своим делом. Вот может быть и у вас где-то будет такая составляющая. Да, но тройка пентаклей – это всегда карта будущего. И по этой карте мы думаем, как мы раскроем таланты, что нам конкретно помогает заработать деньги. Мы чему-то обучаемся. Мы переводим или сами переходим как на новый уровень, ведь это карта сдачи экзамена. У кого-то совпадет, может быть и правда, зачеты, да, или подготовка к сессии, или просто вы получаете, вам нужно получить важную бумагу, сертификат, свидетельство об образовании, и то, чему мы научились, нам открывает новые перспективы на финансы. Вот с элементом новизны, новые способы заработка, дополнительный доход, или когда мы, пусть вы осваиваете какой-то ресурс новый, но значит, может быть, нужен документ, вот, кстати, да, вверху у нас семерка пентаклей. Вам этот документ как подтверждение вашей ресурсности. И вас, или для вас, этот документ как бумага будет важен, потому что в последующем, ну, вы как подтвердили свою экспертность, профессионализм, и вот это как новый старт к новым деньгам. Вот какая-то перезагрузка денежная, она тут есть. Но, видимо, это еще как-то связано с документами. Кстати, здесь могут быть где-то задержки с документами, потому что аркан башни, ну, это, знаете, как, ну, к примеру, почта, да, почтовые службы работают как-то не очень корректно. И, может быть, кому-то придется быстро поехать и самому получить документы или разобраться на местности, что происходит. Вот у кого-то и так. Это каким-то образом может быть связано и с финансами, и с договоренностями, с важными бумагами, но действовать придется самому, потому что именно для вашей перспективы. И по закону. Вот как будто, смотрите, башня, рушится предыдущая структура. Правосудие появляется новое. Момент перехода. Так оно прям даже выпало. Это, знаете, как прежний мироуклад. Какой-то порядок. Он рушится. Так не будет. Придется, может быть, и себя, ну, как график свой пересматривать. А у кого-то, может быть, это будет связано с тем, что именно документы вы должны какой-то получить. И договариваться придется. Аркан правосудия есть, конечно, пусть не в этой колоде, но такое значение, как карма. И у нас тут трое изображены, надеюсь, это видно на ступенях.
Перед храмом правосудия от того, как они договорятся, откроется дверь. Дверь не имеет ни ручки, ни замка. Она именно откроется тогда, когда договорятся, когда не будет какой-то конфронтации. Поэтому быть дипломатом определенно стоит. Но и если мы говорили с вами еще до карт, что Уран нам возвращает какую-то историю, а Плутон мало что возвращает, так еще на чем-то ставит точку. Да, вот вам как перестроиться придется. Вполне вероятно, как и информация дополнительную вы можете искать. Но и все же самому дипломатам, потому что всегда аркан правосудия, причина и следствие. Это что-то из прошлого. Это вообще о чем? Да вы счастливы должны быть. Праздник должен быть после победы. У кого-то, мои дорогие, вопросы конкретно жилья, место пребывания. Или куда вы планируете, может быть, отправиться. Такое для кого-то, как смена места жительства, тоже может быть. Но ведь это стабилизация. Дверь закрыта. Но все, кто нужен, кто важен, они в сборе. Эта дверь в данном случае как охрана. Как, знаете, может быть, это у кого-то и вопросы личной жизни, вполне вероятно. Потому что часто по этой карте именно дом, наши домочадцы, наши любимые. Но, может быть, это надо вам у кого-то отношения оформить, именно уже оформить, да, юридически, какой-то союз. Может быть, и у кого-то прежняя история, которая тоже была связана. Раньше была любовь, потом было утрачено взаимопонимание. Может быть, и такие есть пары, но юридически это не было оформлено. И, может быть, у кого-то из вас за это время, за этот срок уже как новый партнер – и вам просто нужно это юридическую силу какую-то, да, статус отношениям придать. Но для вас-то это к празднику и к победе, мои дорогие. Вот вам победа. Шестерка жезлов, карта победителя. Есть победа и есть праздник. Тут двери вы сами открываете. Поэтому у вас прекрасная возможность даже оформить какие-то, может быть, важные, даже сложные документы, связанные с ожиданием. Или как со сбором документов. Мы ведь все разные, правда? Бывает так, чтобы прежде чем мы что-то оформим, там надо еще кучу бумажек собрать. Все в ваших руках, мои дорогие. Хотя дело не такое простое и тянется явно из прошлого. Неожиданности. С арканом Луна это прямо тут, скажем, тысячи неопределенностей. Но со знаком плюс это может проигрываться как, знаете, вот наши близкие, эмпатия, наша любовь. Искренность. Вот те отношения, которые строятся на интуитивном взаимопонимании. Может быть, это вы будете принимать по части дома и личной жизни какое-то важное решение. Для вас, мои дорогие девочки, иногда карта Луна, ну, кому, соответственно, это и по возрасту, и по поставленным намеченным целям. Вы ждете ребенка, может быть. Мои дорогие мужчины, я такое допускаю, ваша любимая женщина ждет ребенка. Ну вот, может быть, это в неожиданностях такой момент. И это личная жизнь, это вот какой-то тоже, может быть, пересмотр как и ваших планов. Тут и вопросы дома, тут и отношения, тут все сразу может быть. Но в неожиданностях по аркану Луна это, конечно, может быть любая какая-то иная неожиданность. Давайте, так, вот у нас другая колода. Это про что? Опять правосудие. Ну, знаете, как будто упорядочить-то жизнь придется. Может быть, какая-то запутанная ситуация, опять же, из прошлого, в неожиданностях о себе напоминает. Вам нужно с чем-то разобраться, причем, чтобы это согласовывалось с законом. И причина и следствие, как я говорила, но и дипломатия, безусловно, ведь всегда весы изображены. Договариваться придется, вот с кем-то вам придется договариваться. Может быть, это касается у кого-то личной жизни, а может быть, это у кого-то касается и вопросов работы или, кстати, жилья. Вот помните, что закон вас бережет, поэтому у вас есть смысл законодательно, как бы, да, ну или в соответствии с законом, системой иерархии что-то оформить. Не должно быть каких-то расприй, буквально закон. И тогда на последующий период жизни два старших аркана вот из какой-то путаницы создать себе определенную траекторию, которая согласуется
Ну, с какими-то правилами. Тут, наверное, личная жизнь, смотрите. Хотя, конечно, эта карта, с одной стороны, влюбленных, любви именно, искренних отношений. Все то, что я по Луне сказала. С другой стороны, карта дипломатии. Я уже, видимо, у каждого просто по-своему. Мы все разные, хоть и объединяет знак зодиака, но в неожиданностях то, что вам уже когда-то приходилось или этим заниматься, или очень хорошо знакомо, или человек вам уже тоже очень хорошо знаком. Ладно, к чему же это все идет? События, которые идут на ваш порог. Да, возможность какая-то идет, но себя придется перестроить. Не совсем, мы уже об этом с вами говорили, действовать так, как вы бы действовали раньше, иначе это будет тупик. Мы как будто так и останемся сидеть и смотреть на эти 3 пустые кубка, а для нас возможность какая-то приходит. Может быть, возможность через кризис. Это о чем? У кого-то сведения о детях, потому что пажи– это дети. У кого-то это про беременность может совпасть, мои дорогие. Вообще-то ведь паж кубков– это весть и радостная весть. Тут какая-то радостная весть, но, может быть, это неожиданно тоже где-то. А может быть, это какие-то сведения, когда вам, знаете, придется принимать какое-то важное решение, чего-то своего не упустить. По семерке мечей, с одной стороны, говорят, ты тут вот как-то будь настороже, Скорпион, и называют эту карту карта вора. Поэтому на всякий случай проверьте пароли аккаунтов. Все-таки мы смотрим, к чему все идет. Поэтому как-то себя обезопасить нужно. Ну и буквально будьте внимательны, если мы говорим сфера финансов, то к кошелькам, к сумочкам, да. Если это электронный какой-то эквивалент денег, значит, это тоже нужно перепроверить, себя как-то обезопасить. Электронные, может быть, кошельки. Но не прошляпить это факт. Но, может быть, и вам, как забрать что-то свое из прошлого. Вы сумеете, потому что вы несколько меняете тактику. Да, забрать из прошлого я тут вижу свое. Или завершить какое-то дело, которое вас, знаете, как будто обесточило. Вот вогнало вот в такое состояние, когда мы света белого не видим. И, может быть, знаете, вы бы еще какое-то время какую-то составляющую в своей жизни, знаете, как махнули рукой, потому что много разочаровывающих эмоций. И сказали бы, да уже ладно, как идет, так идет, я не хочу этим заниматься. Но, видимо, тут происходят какие-то события неожиданно или какие-то вести, вести добрые, и вам захочется это сохранить. Может быть, и вам придется где-то мудрые, хитрые решения принимать, а по тузу Пентакли это возможность, это новый жизненный этап. Нельзя упустить чего-то, мои дорогие. Тут для вас как расцвет какой-то, правда. Или то, что будет продолжаться. Ну, как новое качество жизни, мои дорогие. Ладно, так и придет-то это к чему? Что будет меняться? Вы знаете, тут прям какие-то мечты, планов громадье по семерке кубков, знаете, с одной стороны. Есть, опять же, да, 2 семерки у вас выпало. Если вот здесь мы говорили забрать свое, это карта иллюзорного успеха. Что-то вам просчитывать придется. И с позиции, знаете, такой, что что-то не должно усыпить ваше внимание. Вот. Видимо, есть возможность, но есть и какой-то рационализм. Может быть, это не поддаться каким-то обещаниям, потом переоформить документ, к примеру, или потом какое-то соглашение, контракт заключить, а именно как-то сейчас вам это надо продумать. Потому что тут нельзя откладывать на потом, иначе по семерке кубков мы, как, знаете, потеряем время. Какая-то прокрастинация, она должна закончиться. Вот. Ну, точно должна закончиться. Новый жизненный этап, опять же. У кого-то и в личной жизни, у кого-то тут победа и все-таки шестерка жезлов, дела, работа, бизнес и откуда к нам приходят деньги. Для вас важно все. Перезагрузка, избавление от боли, избавление от страданий. Тут вот посмотрите, как звуки волшебной флейты танцуют. Все живое вокруг, мои дорогие. И не оглядывайся назад. Вот завершение какой-то прежней истории, которая явно
вас не радовало. Ладно, давайте посмотрим, что же там по личной жизни. А вот у кого-то эта зависшая история касалась личной жизни. Какой-то был тупик. Выход из этого тупика, мои дорогие. Нам говорят, работать над отношениями придется. Может быть, это у кого-то работа на дому, кстати. Такое вполне допускаю. И получение документа. Ну и над отношениями-то работать. Восьмерка Пентаклей – это карта рутины. Но одна из лучших карт в колоде на деньги и на работу. Может быть, это вы будете организовывать и работу, и личную жизнь дома. Или, может быть, это будет связано с переездом. Тут у каждого какой-то свой тупик. Но вы-то его можете преодолеть. И не просто преодолеть, а тут что-то как перевернете. И вот этот кризис будет для вас точно со знаком плюс карта мага. Да нет у вас ничего невозможного. Но кто знает, может быть, вот этот тупик и переходит в какой-то такой, знаете, кульминацию, мои дорогие, когда вы и выводы делаете, и решения принимаете, и решимость первого шага. Но вот эту победу надо сохранять, все контролировать. И, конечно, маг тут не совсем про страсть, вот прямо скажем. Маг – это практик и где-то деньги, да. Потому что деньги – один из способов взаимодействия с миром. Правильное отношение к деньгам как раз и дает ему какие-то неограниченные возможности. В чем? В том, что он свои решения может закрепить на практике. Понимаете, вот такой тонкий нюанс. Но и работу какую-то вам надо будет продолжать. Да что тут не задумай, мои дорогие скорпионы. Маги и волшебники, по сути, это где-то карта ваша. Может, и придется где-то быть и серым кардиналом, придется быть и хитрее, чтобы вернуть свое, да, или завершить какой-то сложный процесс. Может быть, и не хочется об этом думать, но вот так хладнокровно себя на это организовать кому-то необходимо. Сфера финансов. Ну, попажусь нам слово. Говорят о том, что либо выбор правильного какого-то направления, либо вообще какого-то направления, либо весть. Потому что вестники пажи, с чем это связано? Десятка пентаклей. У кого-то и работа на дому, и деньги сами по себе. Это наши близкие, это наши любимые, это семья, которая в сборе. Да? Вот мы с вами говорили. Вопросы недвижимости. Мои дорогие, да нет перед вами ничего невозможного. Маг и волшебник Скорпион. И не только в эту декаду планетарно, вы в течение всего ноября. Поэтому, знаете как, изменить свою жизнь в сторону счастья, быть счастливым. И правильно, может быть, на некоторые выпады людей даже, вот я, тут ведь сложные карты выпали, а у Скорпиона никогда просто не бывает. Но за то, что открывается, какие перспективы, что там по достижениям, мир, мои дорогие. Путем дипломатии вы можете решить практически все. Мир, маг и в середине десятка пентаклей. Я, конечно, надеюсь, что вообще все к миру идет, правда? Особенно для тех, кто смотрит из тех стран, где идет война. Или там, где вот сложно все, да? Но на достижение по этому аркану, с одной стороны, это получение каких-то уже заслуженных наград или денежного эквивалента. Но это еще и перезагрузка, потому что последний старший аркан, и он тоже где-то говорит, вот как туз пентаклей, это не просто завершение, и вверху аркан суд, а это уже начало чего-то нового. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Я благодарю за вашу спонсорскую поддержку. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.